Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте посмотрим, что произойдет в новой серии. Продолжится ли роман Эшрефа и Ниссана? Как Эшрефу удалось избежать ареста? Узнает ли Эшреф, что он избежал ареста благодаря Динчеру? Как Динчер ответит на вопрос Ниссана о проблемах с Эшрефом? Узнает ли Ниссан, что Динчер думает об Эшрефе? Как Динчер ответит на вопрос Эшрефа о том, почему он не дает покоя Ниссану? Кто нападает на Эшрефа? Кто спасет Эшрефа от ареста, Хидер или Динчер? Что Динчер хочет, чтобы Ниссан подписал? Подписала бы Ниссан документы, которые Динчер подал ей, если бы Эшреф не появился? Узнает ли Эшреф, что именно Динчер не хочет его смерти или тюрьмы? Будет ли Кадир держаться подальше от Эшрефа после того, как вырвется из ловушки? Станет ли любовь Ниссан и Эшрефа еще крепче, несмотря ни на что? Выяснится ли, что Чегдем намеренно спровоцировал аварию? Сможет ли Сельма, прокурор, раскрыть все подробности инцидента? Настоящий ли Хидер отец Эшрефа? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Ниссан доверяла Эшрефу и держалась подальше от Динчера, а истинная натура Динчера раскрылась, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь давайте перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Любовь Эшрефа и Ниссана подвергнется испытанию, несмотря на все давление, но станет еще крепче. Хотя доверие между ними пошатнулось, ничто не помешает их сердцам вернуться друг к другу. Эшреф переживет полицейскую облаву, притворившись, что сдается по собственной воле, и при поддержке дяди Хидера и его людей, ожидающих на поле, его вытащат в безопасное место. Сначала она подумает, что это спасение было простым совпадением, но вскоре поймет, что все было организовано дядей Хидером. Узнав, что Динчер не играл никакой роли в этом процессе, она решит более осторожно справляться с напряжением между ними. Когда Динчер спрашивает Ниссана, «У тебя проблемы с Эшрефом?», она принимает спокойный, но манипулятивный тон, играя на эмоциональной уязвимости Ниссана, чтобы убедить его. Поначалу Ниссан, кажется, верит этим словам, но вскоре понимает, что намерения Динчера нечисты. Постепенно она узнает о ловушках, которые Динчер расставил для Эшрефа, и поймет, что ему не стоит доверять. Динчер бросает Эшрефу вызов: «Почему ты не даешь Ниссану покоя?» Эшреф, однако, отвергает эти слова и продолжает инстинктивно защищать Ниссана. Эта встреча заставит Эшрефа занять более жесткую позицию по отношению к Динчеру. Нападение на Эшрефа поначалу кажется местью со стороны окружения Кадира, но проследив за ним, становится ясно, что это часть более масштабной схемы. Вмешивается дядя Хидер, предотвращая поимку Эшрефа и снова защищая его. Эта ситуация заставит Эшрефа еще больше усомниться в своей связи с дядей Хидером. Динчер хочет, чтобы Ниссан подписал документы, которые полностью лишат Эшрефа его прав. Эти документы будут содержать пункты, которые юридически компрометируют Эшрефа. Если бы Эшреф не появился в тот момент, Ниссан потянулась бы за ручкой, чтобы подписать документы, но инстинкт ее останавливает. Эшреф появляется в последний момент и мешает подписать. В ближайшие дни Эшреф узнает, что его спас дядя Хидер, а не Динчер. Когда тайные планы Динчера раскрываются, Эшреф намечает его как врага. Ниссан, в свою очередь, осознает истинную природу Динчера и встает на сторону Эшрефа. Попав в ловушку и потеряв имущество, Кадир решает оставаться в тени, избегая прямых действий против Эшрефа. Однако в глубине души он сохраняет желание отомстить и снова совершит действие, когда придет время. Среди всего этого хаоса любовь Эшрефа и Ниссана скорее окрепнет, чем разрушится. Ниссан узнает о тенях в жизни Эшрефа, но не перестанет верить в его доброту. Теперь Эшреф будет бороться не только с сердцем, но и с разумом, чтобы не потерять Ниссана. Выяснится, что авария Чегдема не была случайностью. Прокурор Сельма заметит пробелы в записи и углубит расследование. Выяснится, что Чегдем намеренно выехала на своей машине перед грузовиком. Это направит расследование на Динчера и его связи. Хотя часть записи была стерта, прокурор Сельма восстановит фрагменты из резервных копий.
Она начнет распутывать клубок событий, но каждая подсказка приведет ее к новой тайне. Усилия Сельмы определят судьбу Эшрефа в следующих сериях. Эшреф продолжит поиски человека, который наконец спас его от смерти и заключения. Он узнает небольшую, но многозначительную информацию о прошлом дяди Хедера. Старая фотография, найденная в кармане дяди Хедера, оживит для Эшрефа забытое детское воспоминание. Это воспоминание укрепит его уверенность в том, что дядя Хедер может быть его биологическим отцом. Это обвинение основательно потрясет как прошлое Эшрефа, так и его нынешние конфликты. Когда Нисан узнает эту правду, она лучше поймет трещины во внутреннем мире Эшрефа. Дядя Хедер, однако, будет молчать, ожидая подходящего момента, чтобы самому открыть правду. В заключение, после этой серии, судьба Эшрефа изменится под влиянием тени его прошлого. Доверие Нисана подвергнется испытанию. Маска Динчера будет разоблачена. Тайный план Чикдема будет раскрыт. А возможность того, что отец дяди Хедера все изменит. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы смотреть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.